Всем привет, уважаемые подписчики, друзья. Хочу провести небольшой такой обзор на приобретение вот такое. Это у нас водонагреватель проточный, вот, через который протекает вода и моментально нагревается. И можно использовать его для мытья посуды, либо умывания, мытье рук. Вот. Это, можно так сказать, для кухни, либо для ванной на раковину поставить. Вот, в случае, если когда отключают воду горячую, вот, в городах, для профилактики на летнее время, бывает на 2 недели отключают, неплохая идея, вот, именно такой водонагреватель. Они бывают в таком плане, форм-факторе, вертикальном. Есть вот эта колба, располагается горизонтально. Вот, еще есть вот такие же колбы, вставляются, одеваются на краник для воды. Вот они более, так скажем, интересней для городских жителей, нежели вот этот вот кран вставлять куда-то, монтировать. Вот, проще купить вот такую колбу и одеть уже на готовый кран, смеситель на кухне, например, да, и пользоваться уже горячей водой, не снимая, демонтируя там старый кран и не устанавливают этот кран. Вот, одели на сезон, когда отключается горячая вода, вот, одели на свой смеситель вот такую колбочку, вот, и из нее уже будет течь горячая вода. Тоже очень удобно, это в будущем я тоже на него сделаю обзор, тоже закажу его, вот, и сделаем на него обзор. Еще полезна эта вещь тем, что можно наливать, использовать для замены воды в аквариуме. Вот, то есть можно тоже, скорее всего, может быть, я такой сделаю обзор, сделаю из него водонагреватель для подмены воды в аквариуме. То есть, опять же, его нужно только использовать воду из фильтра. Только фильтр использовать нужно угольный, который фильтрует воду без всяких обезжележивателей, которые фильтруют воду от накипи, да, ионы обменной смолы. То есть такие фильтры нельзя использовать для подмены в аквариуме. Вот, у меня стоят только угольные фильтры, несколько штук, и плюс еще магистральный, стоит там омагничиватель воды, улучшатель. Вот, но, грубо говоря, там нет ничего такого, что навредит рыбам. Вот, поэтому вода как бы там не ухудшается, вот, очищается только углем. И я в аквариум меняю воду именно через фильтр. Вот, сделать сюда, чтобы поступала из краника от фильтра вода, а сюда уже будет выходить в аквариум. Так как в аквариуме нужно воду подменять обязательно, чтобы была температура такая же, как в аквариуме. Ну, градусов 25, да. А из крана у нас обычно текет, вот, она текет где-то градусов 10, потому что она холодная. Для рыб такую воду нельзя. Вот, поэтому тоже можно использовать для подмены воды в аквариуме. Вот. То есть в будущем я тоже такой сделаю обзорчик. Вот. На такой аппарат уже переделанный. То есть я его сделаю крепление здесь снизу, чтобы он ставился на аквариум. Такую небольшую тумбочку деревянненькую, чтобы не падал. Вот, и подключать буду шлангом из тонкого кранчика фильтра, фильтрованную воду. Вот, и здесь уже будет выходить в аквариум. Вода уже нагретая до 25 градусов. Вот, сейчас мы его откроем. В данный момент я его купил, приобрел для родителей в деревню. Старый у них уже испортился, то есть у них стоял в деревне такой квадратный большой вот водонагреватель. Вот, и он уже как бы отжил свой срок, лет 15 он уже служил и уже заизысковался до такой степени, что у него давление из выхода лейки очень маленькое идет и перегревается сильно вода, некомфортно мыть посуду. Вот, тот я буду, не знаю куда дену, посмотрим, может быть я его реанимирую, тот нагреватель. И он подключался не очень удобно, я на фото здесь выложу, да, прикреплю к видео, как он выглядит. То есть здесь подавалась холодная вода, а здесь же выходила горячая, то есть здесь смеситель висел, то есть и кнопочка такая вот. То есть это не очень удобный такой, как бы куда-то он
может быть, и куда-то вешать он был бы очень удобный. Вот, но на кухню самый лучший вариант это вот этот. Раньше таких не было, сейчас такие начали производить. Вот, я его купил родителям на кухню. То есть в ванной у нас там уже в деревне, у них в собственном доме есть. То есть душевая кабина, унитаз, раковина. То есть там стоит в ванной бойлер. Вот, но до кухни у нас трасса где-то метров 5. Вот, поэтому пока она дойдет вода по этой трассе горячая на кухню, и вода остывает. То есть, ну, в этой трассе вода еще холодная, да, и сколько нужно слить из этой трубы, время опять проходит, это некомфортно. Вот, поэтому мы пользуемся на кухне, вот именно будем пользоваться таким водонагревателем, который нагревает моментально. Для мытья посуды, руки помыть, это вообще незаменимая вещь, вообще отличная. При покупке в магазине дали на него год гарантию. Это аппарат у нас марки Оазис. Такая фирма известная, китайская. Они производят очень много различных насосов и водяных станций, насосных станций для закачки воды в дом уже готовых, да, и каких-то там приспособлений для все по водоснабжению. Вот марка Oasis и модель КРР. И гарантия на него дали год. Вот, на Алиэкспресс тоже такие же похожие есть. Конечно, не Oasis, уже другие фирмы. Вот, Oasis почему-то на Алиэкспресс не представлен. Но подобные есть. Я ссылочку скину, то есть оставлю в описании под видео. Можно будет зайти, посмотреть, заказать себе такой же. Цена этого аппарата составляет, я покупал его в Мегастрое, вот, и покупал его за 1400. Это без скидок, без красной цены 1400. И далее уже там идут цены выше, там уже за 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 тысяч, разные. То есть выбор огромный в Мегастрое этих вот нагревателей. Вот, ну я взял подешевле, так как я понимаю то, что нафиг не нужны, в них встраивают еще дополнительно и термометры, которые показывают, светятся цифры нагревателя, сколько температура в данный момент нагрелась вода, проточная. Опять же, они не точные, вот, и показывают где-то на градусов 8-10, наверное, меньше, чем положено. То есть я смотрел обзоры, вот, и как бы они за это переплачивать цену за эти циферки светящиеся, как бы я тоже не собираюсь, нафиг он не нужен. Текет вода теплая, все достаточно, больше здесь ничего не нужно. Да, возможно, там, я не знаю, в дорогих моделях, может быть, там корпуса толще, но сейчас мы его разберем, посмотрим, я покажу, что и здесь достаточно пластик твердый, я его не промну пальцами, этот корпус. Вот, достаточно, в принципе, все это дело. И стоимость его недорогая. Зачем я буду покупать за 3, за 5 тысяч, когда я куплю за 1400, и достаточно этого. Вот. Вот такие цены на них, на эти нагреватели. Вот у родителей стоял что-то подобное, 3-киловаттное. Сейчас я купил вот такой, 1400 его цена в Мегастрое. Добавляется он в такой вот пупырчатой пленке, чтобы не повредился. Достаточно все упаковано хорошо. В комплекте инструкция идет на русском, полностью на русском языке. Вот. И модели здесь все представлены, как вот я и говорил. То есть у них вот такие модели вертикальные, есть у них горизонтальные, уже с душевой лейкой. Но с душевой лейкой, опять же, не переплачивайте, не берите, потому что ну, мало воды теплой из нее будет вам поступать. Помыться будет некомфортно. Вот. Если для мытья, нужно в 2 раза мощнее этот нагреватель, чтобы можно было помыться в душе с лейкой. Вот такой вот горизонтальный, без лейки. Вот тоже у них в продаже есть. Полностью здесь у нас есть, как его подключать. Мануальчик можно будет почитать. Вот про такой я тоже вам рассказывал.
тоже буду, вот, наверное, заказывать себе вот такой. Вот одевается он на смеситель, и все отлично, он будет нагревать. Здесь же переключателем переключается холодная либо горячая вода. И вот на смесителе вот такая вот нагревательная колба одевается на смеситель. Очень все легко, ничего сложного здесь нету. В комплекте у них идут все нужные переходники для смесителей. Вот. Но смеситель обязательно, чтобы был вот, если у вас уже стоит смеситель для холодной воды, чтобы он был именно вот такой гусек. Если он у вас какой-то такой прямой, к нему будет тяжелее подключить, искать нужно будет переходники какие-то. Вот. А вот к таким уже будет проще подключаться. Вот в комплекте у него есть вот такой, к этому водонагревателю идет вот такой гусек, гусак, вот, стандартный. Он легенький, но в принципе здесь особо большой-то давление-то и не будет, и ничего страшного, что если он и будет тонкий, тонкостенный. Но это металл, это не пластик. Вот. Все здесь имеются прокладочки, то есть он будет крутиться. Накручивается он вот в это место. Вот, и будет вот из него изливаться теплая вода. Так. Откладываем упаковку в сторону. И сейчас мы его откроем и посмотрим. Так, аквариум у меня стоит рядом. Вот в этот аквариум я подменяю воду. Вот. И да, сейчас у меня есть самодельный такой проточный водонагреватель. Я сделал из тена от электрочайника. Вот. И потом я, наверное, сделаю вот из такого водонагревателя для подмены воды. Это намного корпус здесь меньше, чем у меня, раза в 2 больше он корпус самодельный. И здесь нагреваться вода побыстрее будет, и наполняться вода будет быстрее в аквариум. Я, скорее всего, из такого вот куплю за 1400 и сделаю из него вот такой водонагреватель для подмены воды. Так, сейчас мы его поставим на штатив, нашу камеру, и мы его открутим и посмотрим, что здесь находится. Так, электричество у него подключается вот таким шнуром, 1,20 м длиной шнур у него, а розетка обычная. Подключать его желательно 2,5 квадратных миллиметра. Это медный кабель 2,5 квадратных миллиметра. Не меньше 1,5 квадратов, если вы будете подключать. Имейте в виду, если у вас старая проводка, этот тен очень мощный, 3 киловатта. Водонагреватели, бойлеры большие такие, там 3-ведерные, 5-ведерные. То есть у них 1,5 киловатта тен. А здесь стоит 3 киловатта. То есть он очень мощный. Для того, чтобы быстро нагреть воду, которая через него протекает. Поэтому здесь поставили 3-киловаттный тен. Он очень быстро нагревает воду. Вот, имейте в виду то, что для него нужно проводку, чтобы была не менее 2,5 квадратов. То есть не менее 1,5, а лучше 2,5. Если будете ставить на него отдельно автомат, то ставьте 13 ампер на 2,5 квадратных провод медный. Вот, обязательно трехжильный, подключать отдельно жилу, ведите провод к нему для подключения. Если вы будете подключать его где-то в частном доме, желательно к нему подвести отдельно розетку отдельным проводом 2,5 квадратным. Вот, и обязательно трехжильным, чтобы был обязательно заземление. То есть у нас здесь на вилке имеется заземление. Вот, чтобы не ударило током, имейте в виду. Так, сейчас мы его открутим. Вот включается вот он именно таким образом, до щелчка. Вот вверх горячая вода, выключили, вниз холодная вода. Вот. Здесь же имеется лампочка индикаторная. Как только включится нагреватель, вот, и он загорится, индикаторная лампа. Всего этого достаточно. Загорается он, то есть включается тен от 0,4 атмосфер бар. И если у него будет меньше 0,4 атмосфер бар, то тен не включится. Вот. У него стоит датчик давления, вот, и поэтому все безопасно, все очень легко и просто.
Максимальное давление, которое к нему можно подавать, это до 6 атмосфер, до 6 бар. Так, сейчас мы его открутим и продемонстрирую, что у него находится внутри. Очень удобно, то есть если он даже заизвесткуется когда-то, заизвесткуется, наверное, он вряд ли, потому что до кипения он воду нагревать не будет, а известковый налет он образовывается в основном, когда закипает вода и откладывается накипь. Но в любом случае, если что-то здесь отложится на нем, можно будет открутить и тен этот почистить либо в лимонке, либо еще как-то. Вот, то есть открыли, даже можно не открывать, вот снять вот этот вот гусак, открутить и сюда залить лимонную лимонку, вот обычную лимонку. Всего очень легко и просто. Вот, лимонную воду с лимонкой. Вот таким вот образом выглядит тен 3-киловаттный. Стоит здесь датчик температуры. Вот если будет какой-то перегрев, он тоже будет отключаться. Вот стоит здесь термостат. Отверстие там есть небольшое, маленькое, снизу поступает холодная вода, вот, а сверху она выдавливается уже горячая. Вот. Также здесь у нас стоит уплотнительное колечко. Вот оно. Именно нужно ставить правильно. Нужно, вот, я его открутил, колпачок с верхней. И вот она, силиконовое колечко уплотнительное. Вот, не забывайте, его нужно будет ставить правильно. Тут есть специальные направляющие. Вот эти прорези, они в них входят. И нужно будет поймать, найти то положение, куда оно правильно вставляется. Вот, если вы вставляете, оно не упирается у вас, не встает до конца, нужно найти положение правильное. То есть все, мы его поставили. И колпачком мы его закрываем. Опять у меня слетело. Нужно очень аккуратно закручивать, чтобы не повредить, когда будете закручивать его обратно. То есть ставили правильно, чтобы все это у нас резьба пошла по резьбе. Колечко. Так, и аккуратненько закручиваем, чтобы внутри прокладка наша опять не слетела. Это декоративное колечко никелированное. Так, ну все. Вот мы посмотрели, что он, как он располагается внутри. Здесь у нас крепление обычное. 1/2 шланг подключается. Проводка гибкая, подводка, шланг 1/2. А эта гайка у нас закручивается, ставится как обычный смеситель. Вот и все. Подводится холодная вода, подключается. И на выходе у нас получается горячая вода. Все очень легко и просто. Ничего сложного здесь нет. Мануальчик наш здесь вот мы тоже изучили. Вот 3 киловатта, 220 вольт, 50 герц подключение. Вот все у нас здесь написано, что и как. Размер подключения шланга 1/2 дюйма, как я и говорил. Защита, степень защиты от воды IPX4. Кабель длина 1,2 метра. И размер самого изделия это 37 сантиметров на 17 сантиметров и на 7. Вот, 37 сантиметров это, наверное, уже изделие с гусаком установленным. И вес изделия 900 грамм. В принципе, все. Устанавливается наш гусак. Аккуратненько втыкаем, чтобы не повредить прокладки резиновые, силиконовые, уплотнительные. Закручиваем. Вот и все. И кран готов. Водонагревательный. Очень удобный, легкий, легко устанавливается. Если вы где-то устанавливаете будете в свой смеситель, метод старого смесителя, да, в раковину, кабель можно будет пропустить в столешнице, проделать отверстие небольшое, вот, отрезать вилку, потому что вилка туда не пролезет, в это отверстие.
Вот. Но если вы отрежете вилку, имейте в виду то, что гарантия, слетит с гарантии аппарат. Вот. Но я думаю, что нифига ему не будет, прослужит он и не год, и больше. Вот. И цена особо-то у него не 10 тысяч, чтобы как бы гарантия была такая, да, чтобы бояться за нее. Вот. Лучше, я не знаю, чтобы эстетику навести, отрезать кабель, вот, проденуть, вдеть его в дырку, в отверстие, проделанное в столешнице, да, туда его вниз провести, внизу сделать розетку под уже раковиной, чтобы видно было. Ну, чтобы здесь на виду нигде не делать ее. Вот, ну, в принципе, сделал я у родителей именно так. Вот, я сделал розетку внизу, вот, и внизу подключать буду вот эту розетку. То есть старый у меня уже аппарат подключался внизу, и этот же там же будет у меня, розетка будет стоять внизу. То есть подключать буду внизу. Но так как у меня раковина стоит рядом с плитой газовой, и у меня около плиты здесь есть, грубо говоря, с правой стороны, как обычно, вдоль стены есть небольшой зазор у плиты. Я этот провод для подключения проводил именно вдоль стены. Он лежал и за газовую плиту уходил. Вот, не приходилось мне резать столешницу, да, отверстие делать, сверлить, вот, и резать провод, пропускать, да, просто он у меня висел вдоль стены и уходил за стену, то есть за плиту, за газовую. Вот. Но если у вас таких отверстий нет, у вас столешница сплошная идет, да, такие сейчас есть встраиваемые поверхности, газовые и электрические, то есть отверстий нигде нет, то можно будет просверлить в столе отверстие, туда пропустить вот этот кабель, отрезать, пропустить и внизу уже соединить обратно его. Обязательно лучше всего запаять. Вот. Если паять не умеете, то скрутку нужно делать сантиметра 2-3 минимум. Вот. И все это дело заизолировать. Очень хорошо конкретно заизолировать. Только потом можно использовать. Так, ну все. Так, если не хотите дырявить стол, то придется вам выводить розетку где-то вот около, именно недалеко от раковины, умывальника. На стену ставить розетку. Это уже на выбор самого хозяина, кто будет ставить вот данный аппарат себе в частном доме. Да? Вот. В принципе, все. Такой вот водонагреватель. Нагревает, в принципе, я его уже вскрывал, пробовал, подключал, то есть вот капельки воды с него выходят. Вот. Работает отлично, воду нагревает, успевает. Помыть руки или посуду будет просто отличная вещь. Вот. А ссылочку я на него оставлю в описании под видео. Кто хочет, заказывайте, переходите, смотрите. На Алиэкспресс есть подобные. Название, правда, не такое, но они один в один практически похожи. Вот эти аппараты. Цена у них там на Алиэкспресс 1500, где-то 1600. Вот. В Мегастрое они подешевле немного, но так как это сетевой магазин, они берут, наверное, большими партиями, поэтому у них идут большие скидки. И они в магазине могут себе позволить не делать большие наценки в таких сетевых магазинах. Вот, поэтому в магазине он дешевле стоит на 100, на 200 рублей. Такой вот аппарат именно. Вот, на Алиэкспресс он стоит где-то 1500, я видел. Вот, ссылочку я на него оставлю. Кто хочет, можете перейти заказать. Приходит он быстро, вот, с российских складов на Алиэкспресс. Так что все, я на него ссылочку оставлю, на этот недорогой аппарат. Найду там еще и с горизонтальным расположением вот этой колбы. Вот, и найду также ссылочку оставлю, которая одевается на сам вот именно гусак. Вот такая колбочка. Вот, и будет нагревать воду именно эта колба, чтобы вам в квартирах, например, ставить на свой смеситель. Вот, и не демонтируя, не устанавливая вот такой нагреватель, можно просто поставить эту колбу на свой смеситель, вот на этот гусак, прикрепить переходником, который в комплекте есть, и пользоваться уже горячей водой, когда отключают горячую воду в летнее время. Вот, для профилактических работ.
Так, ну и все, на этом я закончу. Переходите на наш канал на Яндекс.Дзене, подписывайтесь на него, и на Рутюбе. Резервный канал создал на случай, если Яндекс заблокирует, то есть YouTube заблокирует. У нас в России есть такие предпосылочки, но поживем увидим. Вот, также есть канал на Телеграме. Вот, подписывайтесь, переходите, группа ВКонтакте у нас официальная. Вот, основная. Все ссылочки будут в описании под видео. Если хотите, можете набрать Maclet Plus в поисковике. Это сразу все это выйдет, все наши соцсети. Вот, переходите, подписывайтесь, подписывайтесь на наш YouTube канал. Вот, также мы производим на заказ различные эксклюзивные выжигатели. Выжигатели молнии, резаки нехромовой проволокой, классические выжигатели, регрудеры, пассиваторы, парализаторы для забоя свиней и различные контактные сварочные машины, контактные сварочные аппараты, клещи. Все это делаем заказ, все это эксклюзивное. Переходите на наш канал, смотрите, вот, и подписывайтесь. Все, всем пока, до новых встреч.